Приветствую всех на канале. Давно не виделись. Как вы помните, последнее мое видео было про сумки, которые мы прикупили на наш легкий эндуро. Но, как вы понимаете, на сумках дело не закончилось. И вы уже заметили, да? У нас появилась такая вот обновочка. Все ценные вещи нужно держать под замком. И поэтому мы купили вот это. Люминь. Это центральный кофр от компании Zuber Case. Что я могу рассказать вам про этот кофр? Весит он 4 килограмма и 600 граммов. Сделан из алюминия. В нужных местах он усилен. Тут двойная площадка. Вот здесь вот видите, да? Вот здесь вот раз. И вот тут еще одна площадка. То есть здесь усиленное место. Этот кофр на 50 литров. Есть 3 объема вот таких кофров. Это 40, 50 и 60 литров. Мы взяли вариант на 50 литров, потому что на 40 слишком мало, а на 60 литров на такой мотоцикл это уже чересчур, ребят. С кофром на 60 литров DRZ выглядит как развозчик пиццы. Насчет стоимости. Что по стоимости? Конкретно наш кейс стоит $315. Но сюда входят дополнительные прибамбасы. Из дополнительных прибамбасов у нас вот эти вот красивые крепления. Здесь и здесь. Из нержавеющей стали, на которые можно крепить стропами что-то наверх. Также вот этот вот замок. Он тоже из нержавеющей стали. Почему мы заказали аксессуары из нержавеющей стали, которые вы сейчас видите? Потому что стандартное крепление выглядит не очень, а эти очень даже очень. Пацан пилит. Здесь еще стоит зарядка на 12 вольт. Обычная стандартная розетка на 12 вольт, какие вы все знаете. Правда, мы ее еще не подключили к аккумулятору. Вот здесь выход остался. Но поскольку у нас сейчас здесь багажник, вот этот вот весь, с сумками, со всей этой обвеской, к аккумулятору сейчас пока добраться сложно, поэтому в конце сезона, зимой, когда мы уже не будем кататься, делаем все по красоте. В общем, купили мы кофр. И первые дни я радовался, потому что центральный кофр, который закрывается на замок, это отличная вещь. Но есть ложка дегтя. В какой-то момент мне нужно было проехать расстояние чуть больше, чем то, которое вы преодолеваете, когда выезжаете за хлебушком в магазин. В общем, проехал я где-то 200 километров по хорошим асфальтовым дорогам. И случился очень неприятный момент. Кофр открутился, и я чуть было не потерял крепление вот здесь. Как вы можете видеть, сейчас у нас здесь стоит гайка и болт. Изначально это крепление было быстросъемное. Внутри стоял барашек с болтом. То есть ты просто откручиваешь и снимаешь. Это не нужно никакого инструмента. Просто открутил и снял кофр. В комплекте к кейсу идут два вот таких вот ключа. Открыто, закрыто. Для любителей впихнуть невпихуемое, ребята из Zuber Case предусмотрели съемную крышку. Вот эти крепления будут выглядеть немножко по-другому. Я не знаю, как они будут выглядеть. Но на сайте у них написано, что крышка может быть съемной. Так что просто имейте это в виду. Ну что, пожалуй, пора заглянуть внутрь. Попытка номер 2. Кажется, у нас в кофре размножаются коты. Значит, смотрим внутрь. Здесь еще ребята из Zuber Case предлагают матерчатую сумку, чтобы можно было ее положить вовнутрь сюда
а в сумку, собственно, все вещи. И чтобы не снимать кофр и была возможность быстро все достать, вот так вот, хоп, и понес. И все. Но мы ее не покупали. Кроме сумки, есть еще органайзер вот сюда. Если захотите узнать поподробнее, залезьте к ним на сайт, там все подробно расписано. Прикуриватель, вот он. Прикуриватель крепкий, мощный, называется Marina 12 вольт. Прям как твоя бывшая. Давай уже перевернем эту страницу. Провод довольно толстый, плотный. Чтобы его оборвать где-то в кофре, надо будет постараться. Возвращаемся к креплению кофра. Кофр крепится при помощи вот таких вот капролоновых уголков. Значит, изначально в комплекте вот этого болта не было. Здесь был барашек такой вот. Ну, просто руками можно закручивать. Вот. Болт вставляется в кофр. Уголок снизу. Вот в это углубление заходит, собственно, багажник. Она закручивается. Все. Здесь нету никакой металлической вставки. Вот. Это просто такой пластик. Очень прочный. И пока Лиля снимает котов, Ладно. я пытаюсь придумать, что вам сказать. Значит, история была такая. Вот это вот крепление одно висело просто вот на тоненького, вот так вот. Так. Сам кофр вот так вот болтался. И, ну, чудом я не потерял вот этот уголок. К креплению кофра мы вернемся чуть попозже. А сейчас я расскажу о недостатках, которые у нас выявились в процессе эксплуатации этого кофра. Что больше всего меня бесило, вот прям вот бесило, когда едешь по гравийке, по какой-то гребенке, по не очень хорошей дороге, где вот такие вот кочки есть, кофр дребезжал. Вот в этом креплении, слышите, да? Вот. Вот здесь вот есть такой небольшой люфт. Эту проблему я решил очень просто. Я купил дополнительный уплотнитель и проклеил крышку этим уплотнителем вот по периметру. Стандартный уплотнитель, который был здесь, он как бы выполняет свою функцию, но недостаточно. Крышка прилегала не очень плотно, поэтому на неровностях было такое вот дребезжание. Так, это очень неприятно. Теперь крышка закрывается плотно и бесшумно. Крышка прилегает, и замком она очень плотно прижимается. И все. Теперь ничего не дребезжит. Все очень плотно, крепко сбито. Что касается дождя, вот если будет дождь фигачить сверху, то ничего не протечет. Для наглядности, чтобы показать, какой объем кофра, нужно туда что-нибудь положить. Опять кот. Положим туда эндуро шлем. Вот такой вот шлем. Вот, обычно у меня здесь лежит чехол для мотоцикла, запасные перчатки, дождевик. Все это вместе со шлемом, с маской для цепи, маслом на доливку. Вот, все это лежит здесь, как бы, и все отлично помещается. Фурнитура крепится вот таким вот образом. Все швы на заклепках. Кофр покрыт черной матовой краской. Я в этом особо не разбираюсь, но, по-моему, это порошковое напыление называется. Посмотрите на сварные швы. Вот они. Я не сварщик, но выглядит очень хорошо. Так выглядят все сварные швы. Возвращаясь к креплению. Специально для вас я открутил его. Сейчас нужно поставить его на место. Выглядит это все очень просто.
Вставляем болт, подносим крепление и пытаемся попасть в дырочку. Я попал с первого раза. Теперь закручиваем болт до упора. Вот такая гайка предотвратит самопроизвольное откручивание болта. Гайка хрен откручусь. Надеваем шайбу и накручиваем гаечку. Кофр прикручен. Можно загружать вещи и отправляться в путешествие. Выводы. Неплохой кофр, но дорогой. И, кстати, забыл добавить, что у них пожизненная гарантия на стальную фурнитуру. Так что, если у вас что-то сломается, можете смело обращаться к ним, все заменят по гарантии. Вот так выглядит кофр со всем нашим барахлом. И я просто хочу вам показать, как сюда помещается еще шлем. Обычно я кладу его вот так. Вот видите, здесь еще множество места для каких-то вещей, и все очень хорошо помещается. Закрываем. Вот и все. Но поскольку в этом году я никуда не поехал, поэтому ловите просто красивый видос. Вы думали, я уйду, не попрощавшись? Конечно же нет. Всем спасибо за просмотр. Жду вас в комментариях. Пока.